Ну что ж, я же говорил, что у меня перед вами должок. Так что вот вам внеплановый ролик в середине недели. Всем привет, с вами Руслан Левиев и с вами межитоговая сводка на этой неделе. Сегодня буду говорить только о Курской области, а все остальные произошедшие новости освещу, как всегда, в итоговом ролике в конце недели. Уже почти 10 дней идет операция украинских вооруженных сил на территории Курской области. Такие операции делятся на несколько этапов. Первый этап – это подготовка к вторжению, то есть переброска и накопление сил в Сумской области, определение направления атак с учетом складывающейся оперативной обстановки и дезинформирования противника. Мы довольно часто в последние недели видели, как российские разведывательные беспилотники залетают далеко в украинский тыл и наводят удары «Искандеров». И, судя по всему, российские военные видели накопление украинских сил на границе. Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что российская разведка проинформировала об этом начальника генерального штаба Валерия Герасимова еще за 2 недели до вторжения. Однако никакие меры приняты не были. Для отвода глаз с конца весны вбрасывалась информация, что Россия вот-вот нападет на Сумскую область, и Украина готовится отражать эту атаку. В каком-то смысле этой части украинской операции помогли, знаете кто? Кадыровцы. Сейчас многие, наверное, уже и не вспомнят, но 9 июня они заходили в приграничный поселок Рыжевка в Сумской области. Снимали, как всегда, свои видео о том, как они типа его освободили. А Рамзан Ахматович с гордостью публиковал это в своем телеграм-канале. Видимо, на фоне всего этого Герасимов не воспринял накопление украинских войск в Сумской области как угрозу. Я думаю, Рамзан Ахматович заслуживает грамоту за помощь в подготовке Курской операции. Второй этап был непосредственно вторжение и прорыв. Пользуясь фактором неожиданности, украинские войска довольно свободно пересекли российскую границу и начали быстрое продвижение вглубь Курской области. Это было довольно просто, поскольку границу охраняют только пограничники ФСБ и срочники, входящие в группировку войск прикрытия границы. Никаких оперативных резервов с какими-нибудь пожарными бригадами, которые можно было бы оперативно перебрасывать на опасные направления, нету. Все имеющиеся силы на фронте. Вы могли это заметить по ситуации 23-24 июня прошлого года, когда в России не нашлось даже одного танка, чтобы остановить движущуюся колонну группировки «Вагнер». Единственное, что можно было оперативно задействовать, это авиация. Именно она и противостояла мятежу группировки «Вагнер». Именно она была в первую очередь задействована для отражения Курского прорыва. Но одной только авиацией прорыв не остановить. Максимум его можно замедлить. А переброска подразделений с бронетехникой откуда-то с других участков фронта занимает много времени. Потому что, сюрприз-сюрприз, Россия – огромная страна. Поэтому на втором этапе операции украинским войскам удалось продвинуться достаточно далеко. Значительно дальше, чем российские войска продвинулись во время майского наступления на Харьковскую область, зеркальной копией которого является Курская операция. Сейчас второй этап операции, то есть прорыв и вторжение, или, если вам будет угодно, марш-бросок, завершен. Это дает нам представление, какой площади будут украинские тылы на российской территории. Двигаясь по карте по часовой стрелке, я бы навскидку очертил территорию по таким населенным пунктам, как Любимовка, Коренево, Кременное, Малая Локня, Суджа, Плехово. Это не текущая зона контроля украинских сил, а моя прикидка, в каких рамках ВСУ будет пытаться закрепиться, окопаться. Да, при этом идут бои и в районе более отдаленных населенных пунктов. Например, Минобороны России постоянно сообщает о боях в районе села Снагость, что находится на 10 километров западнее Любимовки. От Малой Локни до села Кромские Быки, которые тоже фигурируют в сводках, больше 15 километров. Регулярно приходит противоречивая информация про Мартыновку, к северо-востоку от Суджи. А вот буквально позавчера все обсуждали украинскую колонну бронетехники около деревни Гирьи, в 20 километрах на юго-восток от Суджи. И вот это третий этап, который называется этапом развития успеха. Если что, это не жаргонная фраза, это нормальная военная терминология. Сейчас этап вторжения и прорыва завершен, и Курская операция находится на этапе развития успеха. Это означает, что уже нет элемента неожиданности, и не стоит ждать марш-бросков до самого Рыльска, Льгова или Курской атомной электростанции. Как я и говорил с самого начала, атомной электростанции ничего не угрожает. Ну, кроме разве что атак беспилотников. Так что же это за этап такой? Развитие успеха. Как же они собираются развивать успех, если не стоит ждать марш-бросков? Развитие успеха – это такой тип наступательной операции, которая направлена на дезорганизацию противника в глубине его обороны. Довольно редко такие атаки приводят к уничтожению обороняющихся сил. Чаще они стараются отступить
и как можно быстрее восстановить эффективную оборону. Сейчас российские войска пытаются сосредоточить боевую мощь против украинской операции в Курской области, перемещая силы из менее активных участков фронта. Задача же ВСУ на этапе развития успеха – проводить одновременные атаки по всей зоне ответственности, чтобы сорвать действия российской армии и не дать им сконцентрировать силы. Поэтому мы и видим ситуацию и все эти сообщения, мол, ой, они атакуют Каренева, сейчас захватят его, срочно туда. Нет, стоп, они атакуют Кромские Баки, пытаются на Льгов идти, срочная пожарная бригада туда. Так, стоп. Они прорываются в сторону Беловского района, уже в районе деревни Гирьи замечено. А нет, вот сообщение о пересечении границы в Красноярушском районе Белгородской области. И поступают сообщения о боях в районе поселка Безыменно, откуда прямая дорога на Грайворон. Так куда срочно перебрасывать пожарные бригады-то? Где тушить ситуацию? Где накапливать силы? На каком участке основной акцент внимания сделать? И вот вам та самая дезорганизация обороны противника. То есть цель этих атак не в том, чтобы потом захватить какой-нибудь Грайворон, или районный центр Белой, или Льгов, а в том, чтобы развить успех путем закрепления на занятых на предыдущем этапе территориях. Пока Герасимов будет пытаться совладать со всем этим хаосом, украинские силы смогут нормально окопаться в той же Судже, вырыть окопы, заминировать дороги, подготовиться к обороне. Да, в ходе этапа развития успеха зона контроля ВСУ может еще чуточку расшириться, но не сильно. В целом, площадь зоны ведения боевых действий сейчас составляет порядка 1000 квадратных километров. Подчеркиваю, это зона ведения боевых действий, а не зона контроля, как об этом говорят главнокомандующий ВСУ Сырский и президент Украины Зеленский. Опять же, я внимательно смотрю, как освещают эту операцию другие эксперты и журналисты, и хотел бы подправить несколько заблуждений. Например, сейчас многие ссылаются на то, что российская сторона роет окопы около Льгова, Курска и Курской атомной электростанции. Плюс идет эвакуация некоторых районов, например, того же Красноярушского района Белгородской области. И из этого многие делают слишком далеко идущие выводы, что это означает, будто ВСУ в скором времени могут оказаться в этих районах. Это не так. Во-первых, за эвакуацию ответственно региональное руководство, а не Минобороны. Региональным властям приходится решать сложную для них дилемму. Если не эвакуировать людей, то вдруг и сюда зайдут диверсионные группы. Начнутся боевые действия, разрушения, а отсюда наказание за то, что не среагировал раньше. Минобороны говорит, что ситуация под контролем, что они не допускают дальнейшего продвижения. Но разве можно верить в Минобороны? Даже Путин не до конца верит. А если эвакуировать людей, то это поднимать волнение из-за переселений. Необходимо поискать, где людей разместить, выплачивать компенсации. И это все неизвестно на какой период времени. Вот в такой ситуации находится губернатор. Во-вторых, рытье окопов и траншей – это в первую очередь реакция на в целом ход войны и инфоповоды. На самом деле, я бы еще с 22 года рыл окопы и создавал фортификации не только под Курском, но и под Брянском, и под Ростовом-на-Дону. Создавал бы эти фортификации около всех стратегических объектов в приграничных областях, на всех важнейших трассах и железнодорожных узлах. К слову, в Белгородской области действительно еще с 22 года рыли окопы и ставили блокпосты. Потому что строительство нормальных оборонительных сооружений занимает много времени. А ты никогда не можешь быть уверенным на 100%, как повернется ход войны через несколько месяцев, через год, через пару лет. Можно ли ожидать в ближайшем будущем нового наступления армии России на Киевскую область? Нет. Для этого у России нет и не предвидится в ближайшем будущем сил. Нужно ли сейчас рыть окопы, создавать фортификации в Киевской области? Конечно. Просто в условиях дефицита ресурсов я бы все же основное внимание уделял строительству сооружений в Донецкой области, где ситуация более критична. Что касается эвакуации населения, то я с самого начала полномасштабного вторжения твержу, что нужно отселять людей из приграничных районов всех областей, граничащих с Украиной. Потому что даже без таких операций там всегда для мирного населения будет угроза обстрелов как минимум. Я уверен, что сейчас и Александр Богомаз, губернатор Брянской области, тоже сидит такой и думает. Так, нужно ли эвакуировать население из приграничных районов? С одной стороны, много пишут о возможности проведения аналогичной украинской операции в нашей области. С другой стороны, чиновники из Минобороны уверяют меня, что ситуация под контролем. Но знаем, как у них ситуация под контролем всегда. А если сейчас я объявлю эвакуацию, мне из администрации президента надают по шапке за то, что я панику развожу. А если Минобороны России ошибается?
и все-таки Брянскую область атакуют, то та же администрация президента надает мне по шапке за то, что я не эвакуировал население пораньше. Как видите, в кризисных ситуациях российская вертикаль власти просто не работает. Помните 2020? Как Кремль и Путин самоустранились от решения проблем и переложили все решения, а значит и риски, на губернаторов. Типа сам решай, будешь ли ты в своем регионе вводить локдаун из-за коронавируса, останавливать предприятия или наоборот, делать послабления. А если в итоге сделаешь неправильно, то отвечать тоже будешь ты. Много сейчас спрашивают про возможность второй волны мобилизации. Дополнительно масло в огонь подлила статья Bloomberg, в которой авторы со ссылкой на 3 источника среди российских чиновников говорят о большой вероятности второй волны мобилизации до конца этого года, поскольку атака на Курскую область скрыла нехватку людей в армии. Я весь год твердил, что не верю в возможность новой мобилизации в этом году, поскольку для этого нет причин. Ничего критичного на фронте не происходит. А набора добровольцев плюс-минус хватает для покрытия потерь. И кто-то скажет: о, ну так вот, произошло критичное. Курскую область атаковали. Да, это действительно важная веха в истории этой войны. Огромное событие и невероятное достижение украинских сил. Но является ли это критичным для России в стратегическом смысле? Меняет ли это ход войны в противоположную сторону? И вы скажете: конечно, меняет. Вот ВСУ продемонстрировали, что тоже могут атаковать территорию России, что российская армия уязвима. Да, но ведь почему вам в предыдущей сводке сказал, что пока скептически отношусь к целям этой операции? Потому что мы не видим, как бы это отвлекло российские силы с основного, самого опасного участка фронта. И все эти дни темп продвижения российских сил на Торецком и Покровском направлениях не снижается. Они продолжают наступать. Поэтому да, Курская операция очень сильно ударила по Путину медийно, политически, с точки зрения позиции в возможных переговорах, показала, что он слабый, и все эти его страшилки про ядерное оружие ничего не стоят. Но это не значит, что теперь ВСУ смогут отбить обратно, допустим, Очеретин. Именно в этом смысле, как я вижу, для Путина эта атака не настолько критична, чтобы из-за этого проводить вторую волну мобилизации. При этом я все же немного теперь меняю свою позицию по мобилизации. Если раньше я твердил: я не верю в вероятность второй волны мобилизации в этом году, то теперь я говорю: я скорее не склонен считать, что будет новая волна мобилизации. То есть, как видите, 100% уверенность исчезла. У меня в руках нет хрустального шара, я не могу для вас сделать предсказания. Моя задача – анализировать происходящие события, выявлять тенденции и на основании этого делать осторожные прогнозы. Ну а об остальных деталях этой операции и об остальных событиях этой недели мы поговорим с вами буквально через 3 дня в итоговой сводке в конце этой недели. До встречи!